Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо вам огромное. Напоминаю вам, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, и оставляйте свои комментарии. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. Узорчики есть на канале с такими ниточками. И узорчик у нас будет сегодня новый. Сразу же остановлюсь на таком моменте, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Узорчики универсальные. Пробуйте, вяжите из любой пряжи, не только из такой, которую показываю я. Единственное, самое главное здесь правильно подобрать крючок. Но я рассказываю о ниточках, с которыми работаю сегодня. Особенно для новичков. Смотрите. Alize Angora Gold называются ниточки. И внизу, видите, Симли. Идем дальше. Что это за ниточки? В 100 граммах находится 500 метров. Ну, здесь понятно, что меньше, потому что мы уже вязали из этих ниточек. По составу это 75% акрил, 20% это шерсть, 5% это металлическая ниточка. Видите, как переливается. Нам советует производитель брать крючок от 2 до 4 в зависимости от вашего узорчика, от вашей плотности вязания. Сразу же остановлюсь на номере цвета. Многие спрашивают. Синие ниточки это номер 40. Если вам понравились, записывайте. А розовые ниточки смотрим. Розовые это у нас номер 27. На камеру передаются такие, какие они есть на самом деле. Я беру крючок номер 3, потому что я вязала данную пряжу крючком номер 3. Меня, в принципе, все устраивает. Вы точно так же читаете аннотацию к своей пряже, рекомендации от производителя, подбирайте под свою плотность крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика у нас кратный 2. То есть вы нам можете набрать любое количество четное петелек. Я буду набирать 30. Так? И еще одну дополнительную воздушную петельку, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итого 31 воздушная петелька. Ну, а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Как и во многих узорчиках, так, буду делать вспомогательный ряд. Он полезен новичкам в первую очередь, чтобы в воздушных петельках не ошибились. Да, в столбиках вы не ошибетесь. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь внимательно отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку мы ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Угу. Далее накид. В следующую петельку цепочки аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку и точно так же провязываем по 2 петельки. Это наш столбик с накидом. И так вот вы будете шагать в каждую петельку цепочки, провязывать столбики с накидом на протяжении всего ряда. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков у вас должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть, если я набрала 31 воздушную петельку, у меня получается 31 столбик. Естественно, если вы набрали больше или меньше, такое количество у вас должно получиться. Сами контролируйте. Не забываем, что 3 петельки подъема вот эти, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Так, и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем к нашему узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого получается 4 воздушные петельки. Теперь смотрите, делаем накид. 1 столбик мы пропускаем. И в следующий столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька, накид. Опять пропускаем 1 столбик и в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, по 2 петельки провязали, столбик с накидом.
воздушная петелька, опять столбик пропустили и в следующий столбик провязали столбик с накидом. У нас формируется, смотрите, как бы окошечки назовем, да, их? Вот такие вот интересные, несложные. И вот так вот вы шагаете, воздушная петелька, опять пропустили столбик, следующий столбик, столбик с накидом до конца ряда. Угу. Сколько окошечек у вас вместится, смотря какой длины у вас образец, да? Сколько петелек набирали, столько вы и делаете окошечек. Несложно? Я думаю, что совсем не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, наши окошечки практически готовы. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же мы сделали столбик, воздушная петелька, пропускаем один столбик, а здесь у нас были 3 петельки подъема. Вот мы в третью петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Опять делаем воздушную петельку по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Накид. И смотрите, теперь шагаем по столбикам. Там, где столбик, беремся за верхушку и провязываем столбик тоже с накидом. Далее воздушная петелька. Пропускаем арочку из воздушной петельки. И там, где столбик, тоже провязываем столбик с накидом. То есть мы с вами повторяем самый первый ряд, да, окошки. У нас получается окошки над окошками. Вообще ничего сложного. Воздушная петелька и здесь воздушная петелька. Здесь столбик и мы провязываем столбик. Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Согласитесь, несложно, да? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Так, смотрите, вот наш второй ряд окошечек практически готов. Так, почему практически? Я оставила с последнего столбика 2 петельки на крючке, не провязала их, потому что я хочу добавить новый цвет, новую ниточку, как бы, ну, вам тоже рекомендую, потому что, мне кажется, в контрасте будет узорчик лучше смотреться. Итак, последние 2 петельки я провязываю новой ниточкой. У меня ряд закончился синенькой, но в процессе вязания появилась розовая. Видите, да? Сейчас я должна буду сделать 3 петельки подъема, но параллельно я хочу запрятать кончик розовой ниточки. Смотрите. Я его направляю слева направо перед рабочей ниточкой и провязываю воздушную петельку. Теперь обратно рабочие, получается, перед рабочей ниточкой кончик делаю справа налево и опять провязываю воздушную петельку. И третий раз слева направо и третья воздушная петелька. Это третья петелька подъема. Вот у меня кончик, получается, запрятанный. Теперь я могу его спокойно отрезать. Так, и он у меня уже никуда не денется. Я продолжаю свое вязание. Итак, 3 петельки подъема, поворот. Теперь 1 воздушная петелька по узорчику. Оп, видите? Далее смотрите, делаем 2 накида. Вот наш столбик следующий, мы направляемся к нему. Но не прям к нему, а еще на ряд ниже. Захватываем столбик сзади наперед, как рельефный лицевой столбик мы провязываем. Теперь смотрите, беремся поудобнее и вытягиваем ниточку раз, так, подтянули, держим на крючке, накид, сюда же вокруг столбика танцуем 2, накид 3, я буду делать накид 4, накид 5, вы можете делать больше, можете делать меньше. Чем больше вы сделаете петелек и накидов, тем больше пряжи у вас кушает узорчик. Поэтому контролируйте, как вам будет нужно и удобно. Далее провязываем все наши петельки. Так. У нас остаются вот так вот. 1, 2, 3. И теперь по 2 петельки провязываем дальше. 2 петельки и 2 петельки. У нас получился вот такой вот рельефный лицевой столбик с 2 накидами, при том, что еще и внизу, так скажем, сформировалась вот такая вот капелька. Угу. Далее воздушная петелька, накид. Переключаемся на следующий столбик по очереди, который идет. Провязываем за верхушку обычный столбик с накидом. То есть ничего особенного. Дальше воздушная петелька, 2 накида. Точно так же будем делать такую же капельку большую. Итак, первый столбик. Опускаемся вниз ко второму столбику. Захватываем сзади наперед. Беремся поудобнее. Вытягиваем петельку. Держим на крючке. 1. Накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. Все вместе провязали все наши петельки, так, которые только что набрали. Остаются у нас вот 3 петельки на крючке. Провязываем по 2. 2, 2.
вот такая вот еще одна сформировалась, ну, назовем капелька, да. Воздушная петелька. Следующий столбик у нас обычный столбик с накидом. Опять воздушная петелька, 2 накида, опускаемся ко второму столбику и точно так же опять провязываем нашу капельку. 1, 2, 3, 4, 5. Вот пышный столбик, да? А потом по 2 петельки. 2, 2, как обычный столбик с накидом. Все. Несложно? Я думаю, что несложно. Чередуйте вот таким вот образом до конца ряда. Получается пышный столбик, да? Рельефный такой вот интересный столбик с 2 накидами. Обычный столбик. Не забывайте по воздушной петельке между ними. Хорошо? Все, давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, мы провязали наши обычные столбики вот с такими капельками. Вот такая вот красота по итогу получается. Как мы заканчиваем наш ряд? У нас здесь есть обычный столбик, делаем воздушную петельку, опять пропускаем 1 петельку и в 3-ю петельку подъема провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема, поворот, воздушная петелька по узорчику, то есть 4 воздушные петельки, накид. И мы точно так же провязываем окошечки столбик в столбик. Итак, здесь у нас будет столбик с накидом, воздушная петелька, там, где у нас была капелька, да, вот этот вот верхушка столбика, беремся, тоже столбик с накидом, воздушная петелька, опять столбик, столбик и так далее. Провязываем до конца ряда, ровно так, как мы провязывали вот наш синий второй ряд, да, окошечки. Все то же самое, то есть столбик в столбик, там, где воздушная петелька, мы тоже провязываем воздушную петельку. И идете вот так вот до конца ряда. Несложно. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот я провязала второй ряд розовой ниточкой. Вот мои окошечки. Все ровненько, аккуратненько. И как мы заканчиваем ряд? То есть точно так же. Последний столбик я не довязала последние 2 петельки, потому что я буду переключаться опять на синюю ниточку. Вы можете переключаться на первую ниточку, вы можете добавлять уже 3-ю, либо все провязывать одной ниточкой на ваше усмотрение. Я сильно синюю не тяну, иначе край зажулькается. Провязываю 2 последние петельки аккуратненько. Розовую подтянуть могу, синюю нет. Понятно? Итак, теперь вяжу синей ниточкой. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Опять делаю воздушную петельку по узорчику. Итого получается у меня 4 воздушные петельки. Накид. Теперь будьте внимательны. В первый получается столбик я провязываю просто обычный столбик с накидом. Так. Воздушная петелька. А вот следующий получается вот этот вот столбик. 1, 2. Опускаюсь ко второму столбику. Провязываю точно такую же капельку. Итак. 2 накида. Опускаемся ко второму. Видите, да? Столбику вниз к розовенькому, вытягиваем ниточку, подтягиваем, держим на крючке. 1, накид сюда же, 2, накид сюда же, 3, накид сюда же, 4, накид сюда же, 5. Все вместе провязали, так, вот до 3 петелек. Теперь по 2 петельки, 2 петельки и 2 петельки. Опять мы сделали точно такую же капельку, но теперь у нас просто другого цвета. Так, рельефный лицевой, получается, рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Ну и внизу, получается, мы провязали как бы капельку, пышный столбик. Все, и дальше опять то же самое. Воздушная петелька, следующий столбик у нас будет обычный столбик с накидом. Воздушная петелька, опять 2 накида, опускаемся вот к розовому ряду, ко второму. 1, 2. Второй ряд захватили, вытянули ниточку, подтянули, держим на крючке. 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали до 3 петелек. 2 петельки, 2 петельки. Еще одна капелька. Понятно, да? И вот так тоже провязывайте до конца ряда. Воздушная петелька, следующий получается обычный столбик с накидом. Несложно? Я думаю, что несложно. Вы уже целый ряд такой провязали. Давайте до конца ряда, в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали наши капельки. Красота, красота. Закончили мы ряд, получается, вот наш обычный столбик с накидом. Далее опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3.
поворот. Четвертая получается воздушная петелька по узорчику. И мы сейчас будем провязывать целый ряд наших окошечек. То есть столбик в столбик. Так. Воздушная петелька. Опять столбик в столбик. То есть ничего сложного. Мы уже так вязали. Воздушная петелька. Опять столбик в столбик. Беремся за верхушечку. И так далее. Провязываем до конца ряда. Угу. Не сложно? Не сложно. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, вот я опять провязала окошечки, все ровненько, аккуратненько. Здесь в этом ряду я опять переключаюсь на свою розовую ниточку. Вы можете переключаться, можете нет. Итак, еще раз повторюсь. 2 последние петельки последнего столбика мы провязываем новой ниточкой. Я возвращаюсь к розовой, аккуратненько, ее сильно не тяну, чтобы край не зажулькался. Синенькую могу подтянуть. И опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. Еще воздушная петелька, 4 по узорчику. Дальше накид. И теперь мы повторяем точь-в-точь наш розовый ряд. Поняли, да? То есть сейчас мы будем с вами провязывать вот такой же пышный столбик с 2 накидами. Итак, 1, 2. Опускаемся на ряд ниже. 1, 2. И беремся поудобнее. Захватываем столбик, как рельефный столбик. Вытягиваем ниточку. 1, 2, 3, 4, 5, провязали, 3 петельки остались, 2 петельки, 2 петельки, все, вот наша капелька. То есть мы с вами, получается, провязали весь вертикальный раппорт нашего узорчика. Сам по себе узорчик, получается, видите, это капелька, да, и потом у нас окошечки. Капелька, окошечки, капелька, окошечки. Все, единственное, что просто в шахматном порядке. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Схемки у меня нет, но я думаю, что все понятно и так. Давайте увеличим образец, посмотрим, что в итоге получится. Да? Я думаю, что получится очень отлично, шикарно и необычно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот красота получается у меня. Красота, заметьте, односторонняя. Так, тут как бы без вариантов. Вот. Узорчик не тянется, сразу говорю. Вот так он не тянется. И вот так вот он получается, ну, совсем чуть-чуть. То есть пробуйте из своей пряжи. Может быть, из вашей пряжи будет тянуться больше. Может быть, наоборот, тянуться вообще не будет. Пробуйте, вяжите из любых ниточек. Из летних, из демисезонных, из зимних, толстых, тонких. То есть в любом случае пробуйте. Узорчик один и тот же выглядит по-разному. Вы можете использовать и точно так же, как я, 2 цвета, можете 3, 4, 5, 10. Можете брать остаточки ниточек, можете секционную пряжу, меланжевую. В любом случае, узорчик оригинальный, интересный, необычный. И вроде как бы и дырочки, да, видите, дырочки, но в то же время и пышные столбики в комплекте. Изнаночка ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. Лицевая сторона. Давайте замерим красоту. Итак, я, получается, сегодня набирала 31 воздушную петельку. Моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, то это получается вот 14 сантиметров. Если вы захотите такой палантинчик, не забывайте, да, то есть дополнительно по бокам добавляйте несколько столбиков с накидом, там 3, 5, 7, 10, какую хотите сделать как бы рамочку. И тут получается у нас, если будем считать непосредственно по пышным столбикам, да, пышные столбики и окошечки, да, то есть получается один ряд так пышных столбиков, да, вот так вот если. Это один цвет, 1, 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так. И получается, заканчиваю я 13 и набираю я 14. Так, сколько это будет? 13 с хвостиком. Вот. Как вам? Интересно, оригинально? Если вы еще ничего не вязали данным узорчиком, подбрасывайте в комментариях идеи, что можно связать. Ну а если связали что-то уже интересное, то есть узорчик не новый, то, конечно, рассказывайте, какими ниточками, что у вас получилось, что вы вязали. Это можно использовать в качестве декора, например, кармашек, представьте, да, то есть может быть не все изделие. Это может быть все изделие, от палантинчика, накидочки, да, до, опять же, кофточки могут быть кардиганчики, почему бы нет. Не забывайте, что узорчик можно повернуть, ваши пышные столбики могут смотреть в бок, это могут быть шарфики интересные. Можно повернуть вот так вот, как воздушные шарики, да. Это у нас что может быть? И тоже так же, как и шарфики, так и снудики, а почему бы нет, да. Вот, жилеточки очень интересные будут. То есть вот такое вот интересное получается в будущем изделие, да? Как вам видео? Я надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал.
Нажимайте на колокольчик, вам будет приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками, сохраняйте себе в плейлисты. Угу. Бежите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.